Всем привет! Наносить мы будем сегодня декоративную штукатурку, опять же, как бы это ни удивительно выглядело, опять штукатурка. Опять штукатурка, и она будет нанесена на кухонную зону фартука, то есть там, где непосредственно попадание всяких жирных пятен и так далее. Я не знаю, что там у кого чего брызжет, но такая зона. Мы будем наносить штукатурку и покрывать ее двухкомпонентным лаком. В пакетике у нас страшные губочки. Так, шпатель такой, еще один шпатель, кельмочка вот, кельмочка. Ну, кельмочка это слишком шикарно, наверное, будет, нет? Мне кажется, она слишком шикарна будет для этой штукатурки. Ну, посмотрим. Так, вот эта зона, которую будем наносить. Не смотрите, что она блестит. Здесь мы примеряли пленку, то есть эффект будет под PET, такой PET 0,3 толщина. Плотная пленка, скажем так. И у нас очень страшная поверхность. Она прямо страшенная. Но мы прямо на нее и будем наносить. Заодно и посмотрим, получилось ли... Ой, какой страх же есть. Еще, знаете, тут вот подсветочка вот так. То есть вся зона будет покрываться. Так, значит, загрунтовали мы предварительно. Она у нас уже грунтованная и высохшая давно. И наносить мы будем декоративную штукатурку травертин белого цвета. Густая масса акриловая. И колер будем добавлять в процессе. Черный и еще какой-то. Я спросила, какой, мне сказали, и еще какой-то. Но сейчас мы узнаем в процессе, какой колер. Ничего страшного, мы все это узнаем. Мы это в колер в какой-то накладываем? Да. То есть мы травертин положили в баночку с колером и перемешиваем. Фиолетовый, что ли? Да, кстати. Ну, да, нормально. Серо-фиолетовый, нормально. Да, серо-фиолетовый тоже подойдет нам. Вполне он даже вписывается в тему. В нашу хотелку. Да. Опять рука тут у нас попадает. А теперь мы в другую баночку кладем также белый травертин в черный колер уже. Этот я четко знаю, что он черный, потому что на нем написано. Вот в таких колбах у нас колера. То есть, когда спрашивают, а как вы колируете? Вот такие колбы у нас, и эти колбы заливаются в оборудование, и оборудование дозирует капельками. Ну, эту кельму жалко, да? Санкционочка. Жалко ее, но она дороговата, и для такой жесткой работы убивать. Вот тоже санкционочка старенькая, старая, очень сильно уставшая санкционочка. Сейчас уж и проблема совсем с этими кельмами. Белую штукатурку наносим с левого до угла. Наносим травертин плотненьким достаточно слоем. Достаточно толстый слой, потому что плохая подготовка, очень плохая подготовка. Вы должны понимать для себя, что чем хуже подготовлена стена, тем выше будет расход у декоративной штукатурки. Сейчас мы наносим, и мы понимаем, что у нас будет высокий расход. То есть вот вы тоже должны понимать. Ну смотрите, зато ровненько сразу стоит. То есть мы больше потратили материала, но времени мы потратим меньше, так как не надо штукатурить. Уже что-то интересное будет скоро или я пойду посплю? Иди пока домой. Нашел слой просто. Зачем сейчас слой будет формировать рисунок. Раз он у нас чуть-чуть уже подвязался. Смотрите, как заштукатурено. Классно, да? Специалист штукатурил. Это профи был.
Теперь по белому травертину мы добавляем еще слой белого с колером. И растягиваем его хаотичными такими движениями, можно диагонально немножко, то есть в разные стороны можно. Цвет вы можете тоже под себя регулировать, любой, там, зеленый, синий, какой угодно. И яркость тоже регулировать можно. Потемнее или посветлее. Движения руки могут быть прямыми, а могут быть такими дрожащими. То есть мы не тратим много времени, не ждем просыхания, а нанесли слой и прям по сырому вмешиваем цвет. Я, кстати, хочу сказать, что не нужно особо выравнивать, и вы это поймете чуть позже. Материал не выкидывается, дальше уходит. Вся вот эта смесь, которая... Да, это, кстати, вопрос задают. Никуда он не выкидывается. Он используется дальше. Задают вопрос часто. Все уже почти что красиво. Один уголочек остался. Добавляем серенького, где захочется. А если прям слишком много оказалось вам серого, то добавьте белого. У вас же белый есть. Добавим немножечко еще коричневого цвета. Ну, такого красно-коричневого, я бы сказала. Немножко. Будет поинтереснее, наверное, в 3 цветах. Вот, так интереснее. Смотрите, у нас есть еще слюда, и мы решили еще и ее добавить. Немножечко увлажним. Водичкой чуть-чуть сбрызнем. Мы вырезали пэт по размеру. Лучше это делать вдвоем. Ну да, лучше это делать вдвоем, конечно, вдвоем удобнее. Мы вырезали
заранее, заблаговременно, так сказать. И теперь по сырой штукатурке, вот мы нанесли фактуру, да, цвет, что-то там вмесили, что-то там намазали слюды туда, увлажнили водой. И теперь мы этот пэт прижимаем. Напомню, что толщина 0,3. Можно так и оставить. Вместе с пэтом. Не, ну кроме шуток можно, наверное, с пэтом оставить, нет? Ну, Или как будет... к нему относиться? Нет, или будет, например, царапаться. Пэт царапается, это пластик. Пэт царапается. Все, пэт не будем оставлять. Просто нанесем сейчас его и оставим сохнуть. Можно стекло так сделать. Если кто-то не хочет покупать компонентный лак, Да, можете можно. нанести и сразу стеклом склеить. Да, можно со И у вас стеклом. вот такой же эффект будет. Вот прямо как сейчас. Прижимаем. Плотно, шпателем, разгоняя воздух. Ну и все наши неровности. Да, и все неровности. Из-за этого мы не страдали тут фанатизмом. Вот эти кратеры, Сейчас. это будет только изюминка. То есть прижимаем плотно-плотно, выравнивая поверхность. Где-то пузырьки воздуха остаются, вот они. И они придадут более натуральный вид. Живость. Еще, да, живость такую. Это на самом деле недорогое удовольствие. Сколько он нам обошелся? Что, 400 рублей, что ли? Ну, это какие-то. целый лист был. То есть мы еще с этого листа нарезали, можно, не знаю, 5 фартуков сделать. Можно взять большой шпатель, да, большим шпателем можно прижимать. Вот так получается. И у нас должна в итоге получиться ровная поверхность. Одну стену нанесли, пэт туда приклеили, грубо говоря, и сразу же наносим вторую стену. Точно таким же образом, прямо от угла начиная, наносим белый травертин, вмешивая необходимые цвета, и точно так же приклеим сюда пэт. Снимать я это вам уже не буду, вы увидите готовый результат. Вот это у нас нанесено, еще раз показываю. И та стена тоже нанесена. Немножко размазался здесь цвет, но мы его оставим, посмотрим, как будет после снятия. Оставляем сохнуть до завтрашнего дня. Декоративная штукатурка под пленкой пэт.